Всем привет, дорогие мои друзья! Рада вас приветствовать на моем канале Мари Арт Живопись маслом. Для тех, кто не знает, меня зовут Марина Бердник. Сегодня попросили нарисовать такую гору. Утро в горах, поднимается солнышко, да, мы видим, освещает гору, остальное еще на переднем плане в тени так. Холстик я взяла на подрамнике 50 на 70. Мне вот захотелось такой сюжет сделать. Она такая будет более интересная, интерьерная работа. Ничего не расчерчивала, как бы по ходу дела определимся. Фото-референс в группе ВКонтакте, если что, есть. Можете там посмотреть. И мы приступаем, в принципе, к работе. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Включайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Вот красочки я показываю, которые нам потребуются. В описании под видео можете этот список, я пишу всегда. Разбавитель White Spirit без запаха, текуриловский, кисть, тоненькая синтетика. Приблизительно так намечаю. Пополам холстик поделила по горизонтали, по вертикали. И намечаю фиолетово-розовым хинокридоном, намечаю гору с разбавителем, чтобы такая жиденькая красочка была, удобно было намечать. Показываю гору. Это вот я сейчас теневой это участочек будет. И вот здесь та часть горы, которая будет освещена солнышком. Также намечу облако, которое будет за горой. Здесь небольшой кусочек будет солнечный тоже. Облака. Так, пока просто общей массой, какую часть холста будут занимать, я не наметила. Вот гора здесь поближе к нам. Сзади чуть-чуть кусочек виден. То есть такие вот слои гор, да, и вот к нам ближе они будут темнее, темнее, темнее. Самая вот темная наметила. И вот здесь тоже будет такой вот. Делайте их разнообразные, вот эти вот верхушки гор, чтобы они были интересные. Кисть щетинка. Набираю с разбавителя побольше, чтобы тонкий-тонкий слой был. Ультрамарин, белила, чуть-чуть индиго, совсем капельку. И тоненьким-тоненьким слоем прям втираю эту красочку. Сверху делаем чуть-чуть потемнее, опускаясь ниже к горе, добавляем больше белилок. Но пока тоже такими вот разнообразными мазочками заштриховываем. Там, где будет тучка, туда не заходим. Там у нас будут желтые оттенки, чтобы они не зеленили. Беру коричневый, фиолетово-розовый хинокридон. Можно чуть-чуть белилок. Индиго. Тоже на большом количестве разбавителя закрываем теневую часть горы. Не боимся на данном этапе притемнить, так как сверху мы будем накладывать более светлые оттенки. И чтобы у нас как бы эта теневая, она практически перекроется, но она все-таки будет видна где-то в отдельных участках. Ультрамарин, фиолетово-розовый хинокридон, сюда же вот этот коричневый подмешала, таким вот темным грязным фиолетовым закрываю ту часть, где у нас будут облака. Добавляю немного белил, тоже разнообразные делаю оттенки, где-то потемнее, где-то посветлее. Наношу горизонтально, так как у нас будут облачка плыть горизонтально. Оставляю этот светлый солнечный кусочек. Это, возможно, солнышко где-то на облака попадает или что-то
кусочек горы может там светиться. Добавляю в этот замес голубой ФЦ и таким вот, видите, грязно-голубым уже тоже кое-где поставила, чтобы было и фиолетовые, и голубоватые, такие разнообразные. Голубая ФЦ с ультрамарином, с индиго. Вот этот кусочек горы. Закрываю тоже, мазочки делаю такими вот ломаными, как бы показываю гору. Добавляю больше индиго чуть-чуть. Слегка темнее, чем предыдущий, да, постепенно мы вытемняем. То есть плавно. Вот эту гору закрываю. Ультрамарин сюда с голубой ФЦ. Она должна быть чуть-чуть посветлее, а та, которая вот рядом с ней, соседняя гора. И уже в этот замес больше индиго. Можно, в принципе, если нет индиго, использовать черную. Марс коричневый, ой, Марс черный, либо там, что у вас, какая черная имеется. Возьму вот такую кисть-щетинку для светлых солнечных участков, потому что в той голубой присутствует, чтобы у нас не зазеленило. Делаю оранжеватый оттенок, красный с желтой, желтый средний. В него же потом немножко коричневого и тоже таких вот мазочков добавила разнообразно, чтобы было. Желтый с белилками. Чуть-чуть красненького, капельку-капельку. Тонким-тонким слоем наношу, тучку нашу прорабатываю. Добавляю больше в этот замес красного. Ну, такие все равно светлые на белилках оттенки. Следующий слой такой, как персиковый уже получается. Еще больше белил, фиолетово-розового хинокридончика туда. Такой розоватый оттенок, уже приближаемся, желтого практически нет, приближаемся к синему небу через хинокридон, либо краплак розовый, может, у кого есть. Кисть протираю и стыки, кисть плоско к холсту лежит, объединяю круговыми движениями, делаю плавные переходы. Вот меня спрашивали ВКонтакте, получится ли гуашью такую работу. Ну вот в данном случае вот такие мягкие переходы гуашью не получится в облаках сделать. То есть будут более такие вот слои, вот эти вот цвета более четко видны. Ну, попробовать можно, почему бы и нет. Беру уже более пастозно ультрамарин с белилами, крестообразными движениями нанесла такой вот темненький, чуть выше, да, вверх картины, ближе к горе, опять-таки с добавлением белил. Вот без ускорения показываю сухой кисточкой, такими вот широкими мазочками объединяю, резкими. Не мягкий, прям идеальный переход, а такой вот. Мастихин рыбка. Беру белила. Фиолетово-розовый хинокридон. На краешек мастихина немножко набираю красочки и вот формирую наши облачка. Красочки очень-очень мало, прям вдавливаю. Вот посмотрите, видите, чуть-чуть, прям совсем немножко красочки. Нанесла и придавливаю, раздавливаю ее, делаю вот эту вот дымку, чтобы она такая вот была пушистая, дымчатая тучка эта. Где-то создаю такие прям отдельные, оторвались от общей большой, да, кучки, маленькие более облачка. Вот здесь подчеркиваю, из-за горы она чуть-чуть выглядывает, эта тучка. И вот там, где она у нас в синее небо уходит, мастихин ставлю сухой и прям вот тру втираю, чтобы такой получить мягенький переходик. Добавляю еще белила красненького.
более персиковый оттеночек, опускаемся ниже. Уже прорабатываем мастихином. В основном сейчас будет работа мастихином. Кое-где будем работать кистью. И опять-таки вот придавливающими движениями добавляю еще желтого, белилок. Желтый средний добавляю. Такой получается персиковый оттеночек, чуть-чуть темнее. Следующим слоем. Даже можно желтенького побольше добавить, чистого. Чтобы показать вот это вот солнышко, да, что оно освещает гору и на тучку на эту попадает, на облачко. Желтый с белилками. Немножечко красненького. Вот здесь более светлая часть. И опять-таки, видите, сухим мастихином придавливаю. Вот такой ореол получился светленький. Беру белила с хинокридоном. Макушечки нашего облачка. Тоже вот так вот высветлю. Создам какие-то вот эти вот движения, слои, да, вот этих вот облачков, более мелких. И опять-таки все это дело придавливаю, делаю плавные переходы. Как я уже говорила, да, облака мы делаем, у нас макушечка должна быть более четкая, а низ вот этой светлой части, да, мы мягенько смягчаем, растушевываем. Желтенький с белилками, лимонка с белилками, но не сильно светлый пока еще, мы еще будем высветлять. Солнечные места, где-то желтый средний с белилами, у них будет разный оттеночек в разбеле. Это может быть, когда вы близко стоите к холсту, рисуете, незаметно будет, но если отойти, то небольшие нюансы, игра вот этих вот оттенков, она будет заметна. И вот движение мастихина я спускаюсь, вот здесь вот подняла теневую часть повыше. Движение мастихина делаем по склонам. Вот здесь внизу более оранжевый, то есть в желтый добавляем красного. Лимонка с белилами. Вот более такой вот солнечный, уже вот поярче наношу. Не везде, обратите внимание, не полностью закрываю. Между этих самых светлых могут быть и желтенькие проглядывать. Границу, дальнюю часть горы с тучкой слегка списываю. Прохожу мастихином сухим по стыку тучки и горы. То есть ее вроде как и видно, где она там дальше, да, заканчивается, но нет такой четкой границы. То есть вот такой эффект у вас должен получиться. Беру еще желтый с капелькой красного. Вот более яркого солнышка в наше облачко добавляю. Коричневый, фиолетово-розовый хинокридон, белилки. Делаю замес, вот ставлю мазочек и смотрю, насколько меня устраивает этот оттеночек, насколько он, то есть он должен быть вроде бы светленький по отношению с подмалевком нашим, да, вот подмалевок это тот первый слой, который мы нанесли, но не сильно светлый, то есть мы еще светлее будем накладывать. И также ломаными линиями, вот диагональ, разные наклоны, вот делаем вот эти вот мазочки, наносим мастихином, как бы показываем все вот эти вот склоны. Делаю еще светлее, добавляю потихонечку белил. Вот видите, светлее попробовала.
И немножко набираю сейчас красочки. Видите, полностью не перекрываю предыдущий слой. То есть получится, что у нас, да, цвет подмалевка где-то виден, где-то вот этот средний оттеночек виден, вот этот более светлый и еще самый светлый будет. И поэтому вот уже будет казаться гора такая сложная, много оттенков всяких разных. Вот сюда еще солнышко попадает, лимонка с белилками, с красненьким. И также чуть-чуть спускается на теневую сторону, там какие-то, возможно, расщелины, куда солнышко тоже попадает. Также оранжеватых оттенков, не только желтые, да, там будут яркие, то есть где-то и оранжеватые. Вот этот освещенный в облаках кусочек нанесли наш коралловый этот оттеночек и сверху немножко желтого с белилок, как бы подсветить его. Вот здесь тоже оранжевый оттеночек, тоже часть солнышка по макушечке горы скользнула. В этот же коралловый наш оттеночек добавляем белилок побольше. Совсем капельку, вообще вот пачкаем подошву мастихина и легеньким движением, еле касаясь холста, сверху вот этого предыдущего оттеночка наносим. Здесь вот видите, слегка такой как бы лодочкой мазочек был, как бы показали изгиб, вот этот холмик, что он там как впадинка такая, да, и пошел уже холмик. Более красных оттеночков, ну, с желтеньким делаю, подчеркиваю. Также где-то не совсем солнечное, да, в этих расщелинах солнышко попадает где-то более в тени, но такие они красноватые. И чистым коричневым добавлю какие-то теневые части в горе. Также это, возможно, какие-то впадинки, ущелья. Она же у нас не идеально гладкая, да, гора. То есть там какие-то углубления есть. Вот они теневые, так вот показала. Более оранжеватого также в светлый желтый добавлю. Если очень уж его много, да, кое-где. Макушечку, вот, чтобы она ровная идеально не была, немножко сделала ей интересную форму. То есть я взяла за основу, да, вот этот референс, который попросили нарисовать, но прям досконально каждый изгиб я не вырисовывала. То есть я взяла форму горы, да, вот эти вот слои гор, где какая заслоняет друг друга, а там уже, то есть смотрите, и у вас своя, возможно, получится. Вот наношу мазочки голубоватые, ультрамарин там с голубой ФЦ, где-то индиго добавила, ну, то есть поставила такие мазочки и кисточкой нашей щетинкой, которой мы подмалевок делали, чистой протертой, ну как чистая, она не чистая, она-то в краске, но без красочки берем и круговыми движениями между собой эти мазочки все перемешиваем. И получается, видите, такое движение, где-то серовато-синее, где-то более голубенькое. Кисточкой, которая для светлых участков, я набираю фиолетово-розовый хинокридон, немножечко, прям испачканная буквально кисточка. Также ставлю вот эти вот облачка, светлые участки на них, где разнообразно, где-то потолще, где-то потоньше, горизонтально они так вот наношу их. Также наношу этот оттенок, где у нас будет вот стык с горой этих облаков.
Обязательно делать прям тоненьким слоем, чтобы было удобно раздавливать все это дело мастихином. И чтобы получить вот эту вот дымчатость, воздушность облаков. И вот мастихином я уже пустым раздавливаю, придавливаю, втираю круговыми движениями, делаю вот эту пушистость облаков. Сначала придавила, да, видите, а потом уже круговыми движениями втираю. И вот получаются такие вот воздушные облачка. Если будет много краски на данном этапе, будет сложно сделать вот эту вот втирку и воздушность. Ультрамаринчик беру с голубой ФЦ, вот эту горочку, там кусочек заполняю этим цветом. Стык горы с облачками делаю поярче, вернее не поярче, заговариваюсь, а менее контрастный вот этот переход, что она у нас еще там частично прикрыта облаками, то есть чтобы не было резкой границы. Внизу добавлять чуть-чуть белилок и голубой ФЦ, вот такие вот мазочки втерла, поставила, как бы показала, что там какое-то тоже какие-то теневые в горе есть, какие-то освещенные участки. Но все равно они довольно-таки темные по сравнению с освещенной солнышком горой. Все остальные вот эти вот горы, они очень темные. Ультрамарин, голубая ФЦ белила, вот следующую эту гору, да, светлый участок проложила, а потом менее белил этот же оттенок, голубая ФЦ с ультрамарином, только белил меньше. Опускаемся ниже уже более темным оттеночком. Так как эта гора у нас, мы видим, она попадает, часть ее на солнышко, да, немножко она светится, макушечка, холмик этот. Вверху у нас будет более светлая, и дальше она будет уходить в тень. Белила с красненьким, можно с фиолетово-розовым хинокридоном, вот эту макушечку прокладываем. А сверху уже можно, чтобы показать, что на нее солнышко падает, уже поверх розового аккуратненько, сильно не давя, чтобы в зеленый не уйти, можно добавить белилок с желтеньким, либо просто желтенького. Но смотрите, чтобы этот цвет, вот эта макушка, да, освещенная, она у нас не должна как-то спорить с нашей главной горой, да, с вот этим светом. То есть мы будем видеть, что она освещена, но свет должен быть, ну, скажем так, потемнее, чем на главной горе. Также добавляю где-то голубой ФЦ темных мазочков, да, тоже показываю какое-то движение. Если мы закроем одним цветом, это будет неинтересно. Будет у нас выделена только одна гора, остальное будет, да, ну, скучновато как-то. То есть поэтому показываем где-то светлые участки, да, вот я нанесла белилки с красненьким, с хинокридоном, но тоже их так слегка посмешивала с голубой, и как бы мы видим, да, что движение там какое-то есть, но оно минимальное, то есть не такое яркое. В этот оттенок добавила чуть-чуть индиго. Можно голубую ФЦ с ультрамарином. Заполняю вот эту вот горку. Следующий слой гор. И тоже границу мягенько прохожу. Вот теперь посмотрите, видите, получилась такая овальная гора, да? Ну, так, это некрасиво, это так вот, ну, может, в природе и есть, но на картине лучше так не делать. И вот я добавила более каких-то выступающих там холмиков, так стало интереснее гораздо. И вот кисточкой сейчас беру. Индиго у меня очень такая густая красочка. Я взяла сюда уже чистый Марс черный. И кисточкой вот закрываю
чистым черным вот это на переднем плане гору. И мастихином, смотрите, на ней у нас, так как она ближе к нам, мы видим там какие-то деревца на ней. Но мы прорисовываем их вот именно по краю горы вот этой черной. Слегка мастихином вертикально его держим и как бы легкие такие вот выкидываем неровности, скажем так, да. И как бы этого достаточно. То есть это все равно далеко, хоть она и ближе к нам, это темная гора, но она далеко. И то есть не надо там деревья прям прорисовывать. И слегка в этот черный добавила белого. И кое-где кисточкой вот тоже такими вот диагональными ломанными линиями добавила какое-то движение, чтобы не было каким-то просто черным пятном. Вот кисточкой смягчаю эту гору с облаками. Прям по стыку прохожу. Светлое пятнышко в облаках, вот это вот освещенное, тоже мастихином придавила. Границы его с облаками мастихином прям вот придавливающие, как мы облака делали, да, вот придавливали. Также как бы смягчила, растушевала. Вот смотрите поближе. Вот как тоненьким слоем все растерто, а свет пастозный. Очень-очень пастозно лежит красочка. Помните, да, что я вам говорила, что теневая у нас любит тоненький слой краски, а свет любит пастозность. И вот здесь теневые горы, да, вот где солнышко, опять-таки пастозная красочка, здесь вот более тонкие слои. Вот посмотрите, видите, какие, как намеки на макушечки деревьев. То есть не просто там какая-то линия, а какое-то движение есть. Спасибо за просмотр, друзья. Поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал, если не подписаны. Вот такая гора у нас получилась. То есть рисуйте, пробуйте, творите. Я желаю вам всем отличного летнего настроения и до скорой встречи в новом видео. Пока-пока!